Ребят, всем здравствуйте! Данные орхидеи я вам не показывала 4 месяца. Это орхидеи от Таи, так я ее назвала, потому что девушка с таким именем мне их отдала. В этом видео можете про них посмотреть. Было две части. На сегодняшний момент прошло 4 месяца с того момента, как они находятся у меня. И что вообще хочу про них сказать. Вот три красотки, как они изначально ко мне пришли. Три, так они, дай бог, у меня растут, живут. Но состояние у них здоровья. Чуть позже о них уже буду поподробнее рассказывать. Две вот этих орхидеи, они у меня вообще ни разу не поливались методом погружения. А все лишь потому, что вот у этой орхидеи грунт, посмотрите, он достаточно таки влагоемкий. У нее орхиата и серамис. Я полив у нее определяю только лишь по серамису. Как он у меня просыхает, тогда я орхидейки проливаю. Его здесь достаточно таки много, и он, конечно, является влагоемким. Поэтому погружать мне смысла нет. Иначе может загнить и испортиться корневая система. Что хочу заметить в течение 4 месяцев по состоянию ее развития. Внутри грунта я вот прямо ничего нового не нахожу. Я вижу лишь только тот момент, что корневая система, она у нее есть, местами, конечно, и подпорченная, и есть также хорошая, нормальная, здоровая. Но посмотрим, пока вытаскивать я ее отсюда не буду, но это мне нужно будет сделать, потому что за 4 месяца развития особого у орхидеи нету. Единственное, что она смогла нарастить вот этот листик и вот этот. Было у нее всего лишь 2. Данный листик был и вот этот, который уже отсох. И вот еле-еле, прям душа в теле, у нее прорастают у основания корешочки. Только сейчас они начали у нее расти. Лечение я им проводила фитоловином. В принципе, хороший результат даже в плане того, что орхидея чувствует себя нормально, если смотреть даже по листикам, они хорошие, упругие. И фитоловин, он этой орхидейке помог. Но особого развития так такового нету. Вот есть, ну, еле-еле. Давайте посмотрим вот на эту орхидею. Многие, наверное, спросят, почему такой малюсик, такая малюсенькая орхидеечка, видите, по отношению к вообще горшку сидит в таком большом объеме. А все, ребят, потому что изначально она была с большой корневой, и мне поэтому пришлось ее усадить в такой объем. Что в плане листьев? Листики у нее были изначально, вот этот листик был и вот этот. Он у нее то ли отсох, то ли отрезал, уже, правда, честно, не помню. И она нарастила себе 2 вот этих листа. И также от основания она себе наращивает еще один листик. Единственное, за 4 месяца плюс вот эти 2 корня наросли. Вот росли. Посмотрите, какие это нюсенькие от основания. Прямо чуть ли не размером с ниточку. Но, тем не менее, им хватило сил дорасти до грунта. И сейчас они уходят туда вовнутрь. Что я делаю? И тоже, как я их поливаю. Никогда не погружала, просто лишь проливала. И грунт даже методом пролива очень долго держит влагу, потому что корневая система, насколько вот я смотрю, она здесь сама по себе подпорчена. Видимо, что-то, какой-то гнилостный процесс он у нее так был и не остановился. И когда внутри грунта есть нерабочая, вот такая плохая гнилая корневая, соответственно, влага будет очень долго задерживаться. И на это вам тоже нужно обратить внимание именно в том плане, как вы будете поливать орхидеи. Либо просто проливать, опрыскивать, либо погружать. Но я не погружаю. Что я сейчас делаю на данный момент? Я стараюсь только лишь вот эти вот корешочки опрыскивать, чтобы они также чувствовали влагу и уходили туда вовнутрь. Но я бы не сказала о том, что я засушила эти корни, потому что изначально я видела, что орхидея, она сама по себе, ну так скажем, плохо отозвалась на пересадку. И корни вот эти, они сразу вот начали портиться. Изначально у этой орхидеи, насколько я помню, были воздушные корни. Их было очень много. И возможно, что влагоемкий грунт и корневая система не справилась и начала портиться.
Но пока смотрю за ней, наблюдаю и отсюда орхидею не достаю. Самый хороший и лучший прогресс был вот у этой орхидеи. Она была вообще огромная, была, есть и остается вот огромная. Сидит в объеме 2,5 литра. И корешочки она наращивала прекрасно. Один листик, с которым она пришла, отсушила. У меня она сейчас наращивает только лишь вот этот лист. Тоже, знаете, у нее такое состояние в плане наращивания листьев, ну, заторможенное, что ли. Корневую изначально она наращивала вообще активно. И орхидеи я в первую же посадку предложила сюда уложить мох. Лесной мох. Не тот, который сейчас лежит, а именно лесной. В том видео уже все видно и показано. И изначально этот горшок, он был по типу закрытой системы. Это я уже по прошествию времени наделала ей эти отверстия. А все лишь, ребят, потому что корневая внутри грунта, она у нее начала портиться. Опять же, эта орхидея изначально сидела вот прям вот эти вот листья и все корни, которые были, они находились на поверхности. И, видимо, также в связи с тем, что корни были воздушные и не приученные по влажному грунту, они начали постепенно портиться. Я вижу этот момент и также проводила ей лечение фитоловином. И корневая система внутри до конца не сгнивала и не заглыхала, то есть проветривалась. Доставать я ее отсюда, конечно, не хотела. И результат, в принципе, был. Вот они, новые корешочки. Вот у основания также есть корешочки, но на данный момент, кстати, вот есть новый корень, здоровенький, активный, нормальный. На нее смотрю и думаю, что у орхидеи очень хороший и сильный иммунитет, при том, что внутри грунта у нее случилась корневая гниль, но она не сдается. Прямо тут кручу-верчу и вижу новый корешочек у нее растет. Так что предварительно я думаю о том, что вот эта корневая, она у нее хорошая, нормально активная, растущая. Но, ребят, что меня сподвигнуло именно сейчас орхидею тронуть и пересадить? Обычно я вам говорю, не трогайте орхидеи, нет, не трогайте. Но она начала терять тургор, именно вот эти вот листочки. Эту орхидею я поливаю методом погружения. Из закрытой системы вывела, поэтому нужно и необходимо погружать. Этот лист пока еще хороший, но все равно, даже вот так вот его трогаешь, и чувствуется, что лист он не до конца упругий. А если заглянуть под другой листочек, посмотрите, как он начал морщиниться. И это, ребят, говорит о том, что орхидее не хватает сил. У нее, ну сейчас посмотрим, не знаю, что там. Скорее всего, корневая система маленькая, а объем горшка большой. И мне необходимо орхидейку пересаживать. Также на эти листья обращаю внимание. Этот пока хороший, а вот у этого также листья начали морщиниться. Вот я бы ее, возможно, и еще не трогала, и еще не пересаживая, но каждый день, подходя к ней и смотря ее состояние здоровья, при всех тех манипуляциях, что я провожу, я даю ей привикур, я ее погружаю, нормально поливаю, все равно увядает. Вот прямо на глазах листики теряют тургор. И, конечно, это меня сподвигнуло на то, что орхидею необходимо будет мне сейчас пересадить. Даже с тем учетом, что вот, допустим, эта орхидея сидит во влагоемком грунте, Семирамис археата, корешочки у нее, ну, более-менее там нормальные, вижу, что они есть хорошие, здоровые. Тургор у листьев вообще прекрасный. У этой орхидеи, пусть листики такие малюсенькие, но тем не менее, тургор у них также хороший, хотя в отличие от этой орхидеи, состояние-то в целом у них похоже, я бы сказала, но тем не менее, что-то, видимо, также у них внутри еще наросло, и этого я пока не вижу. А здесь я замечаю и рост корневой системы, но также я замечаю и потерю тургора. Поэтому далее медлить мне уже не нужно. Пересадку откладывать на какой-то следующий день также будет для орхидеи чревато. И уже также примерно где-то 2 недели хожу за ней, наблюдаю, что 2 недели назад у нее листики начали морщиниться. И на момент пересадки сейчас мне нужно обязательно орхидею пересадить. Вот так вот смотрю и думаю, вроде бы нет, не надо. Потому что вот здесь корни вокруг, вот так прокручиваю, смотрю, которые есть, они подпорченные.
Но вот эти вот этот, ладно, он там вдали, но вот этот вот корень, который он находится поближе сюда к горшку, он, так скажем, прилип к этому горшку. И вот видите, вот эти ризомы, которые цепляются, в природе они цепляются за любую поверхность, они бывает такое, что прилипают именно к горшку. И когда я сейчас насухо начну тянуть отсюда орхидею, вот этот вот корешочек, я его испорчу. То есть я нарушаю структуру корня, виламен, и в итоге я получу плохой гнилой корень. Соответственно, сейчас орхидею поливаю, погружаю, и уже потом ее отсюда достаю. И также, ребят, моя ошибка была в том, что я нерабочую корневую систему, то есть она была неактивная, без активных корешочков, усадила в закрытую систему. А именно, что сейчас сподвигнуло на потерю тургора, это то, что, насколько я подозреваю, видимо, большая часть корневой системы, она погибла. Объем на данный момент он является большим. И орхидее очень тяжело восстановиться при таком большом объеме. Конечно, сейчас ее отсюда достану и посмотрю. В идеале вообще орхидею усаживать, чтобы по всему периметру сантиметра 2-3 было свободного пространства. Но на тот момент, когда я ее пересаживала, именно этот объем ей и подходил. Но сейчас ситуация такая, и уже будем работать с тем, что есть. Орхидейку я замочила, достаю отсюда мох и вытаскиваю уже полностью орхидею. Также вижу, что вот хороший, активный растущий корешочек. Именно та корневая система, которая у меня тогда наросла, на нее вся надежда. Я считаю, что эти корни, они будут у нее хорошие, нормальные. А что именно со старой корневой, мы сейчас с вами вместе и посмотрим. Здесь в посадке у меня присутствовал и карамзит, и древесные угли. Все остальное это орхиата. Также сейчас на данный момент я вижу вот эти активные корни и не стараюсь их тронуть. У основания есть также корешочек новый, тоже его стараюсь не трогать. Тогда при пересадке мне было тоже с ней сложно. Ну ладно, давайте вот так ее возьму. Посмотрим все-таки, что же у нее с корнями. Конечно, основная часть она погибла. Ну и также есть вот эти вот корни внутри, которых я даже и не подозревала. Вот они есть активные. В принципе, не все так уж и плохо и потеряно, как я думала на самом деле. Уже вне камеры я постараюсь весь этот грунт перебрать. То есть древесный уголь убрать он мне будет не нужен. Ранее почему я его уложила? Потому что он имеет вот такую большую крупную фракцию. У меня есть на данный момент орхиата. Если вдруг она мне сейчас в посадку нужна будет именно такая крупная, то я лучше возьму орхиату. А древесный уголь я отсюда буду полностью убирать. Особо выбирать не пришлось. Вот такая часть, это крупная именно фракция древесного угля. Ее я выкидываю, либо оставляю на какой-то другой случай. Но, скорее всего, выкидываю. Орхиата появилась крупная, древесный уголь мне уже не нужен. Эту кору, конечно же, я буду использовать уже в новую посадку, потому что это орхиата, свежая, хорошая, всего лишь 4 месяца находится в посадке, и выкинуть мне просто будет напросто жалко ее. Нормальный, хороший, здоровый грунт. И теперь переходим к самой основной части. Это, конечно же, убираю и удаляю секатором все плохое, сгнившее, что здесь есть. Если вы новичок, лучше всего даже один корень брать с конца и смотреть, если плохой, отстригли. Также с конца смотрим плохой, отстригли. Уже ту основную часть
вы ее будете стричь позже. Потому что бывают различные ситуации. Бывает, что от основания идет плохой корень, сгнивший, а в конце, допустим, вот такой хороший растущий корневой. И, естественно, ой, как жалко потом такие корешочки. Видно, что орхидея с сильным иммунитетом, вот прям есть. Есть определенные сорта даже у орхидей, которые они действительно сильные. И эта орхидея является таковой. Из последних сил, вот прям здесь пропала, там нарастила. Такая молодчинка. Аккуратненько. Самый низ его отстригаю. И все вот это гнилостное плохое удаляю. И также, когда отстригаю все вот эти плохие корни, я не стараюсь особо задевать именно растущие. Если посмотреть вот на этот корень, он на ощупь, в принципе, такой нормальный, твердый. Но оставлять, ребят, я его не буду, потому что видите, какой у него цвет. Это цвет именно плохого гнилостного корня. Вот не сегодня-завтра он уже здесь испортится и до конца догниет. Вот этот корень также, он на ощупь хороший, но видите, по цвету он нездоровый. И также его отстригаю. Когда отстригаю, я замечаю, что именно сам корешочек, он не зеленого цвета, а желтого. И это именно гнилостный корешок. Когда удаляете корни плохие всякие, смотрите, откуда и что вы стригете. Иначе будет такая ситуация, что орхидея останется абсолютно без корней. Есть у нее вот этот цветоносик у основания. Его я также сейчас удалю. Он уже здесь абсолютно не нужен. А то, что я удалила, видите, с отверстием, если это пойдет в посадку, сюда будет попадать вода и будет вызывать орхидею на гнилостные стволовые процессы. И вот также, что вам хочу показать, здесь отстригла корень, и видите, далее он идет зеленый, так что все остальное у него хорошее. И сейчас, пока еще достригаю, смотрю, что у меня вот эта часть ствола, она остается полностью без корней. Конечно, в посадку он мне уже не нужен, и я от него буду избавляться. Ищу последний корень. Это является вот этот корешочек. И, значит, возле него я ствол орхидеи обрубаю, чтобы она не выпала из рук. Вот так, двумя руками. И давайте посмотрим, что же там. С одной стороны, вот это все хорошее, здоровое. А вот здесь вот серенькое, это подпорченное. А здесь, ребят, был и рос когда-то цветонос. Вот он. Также и от него могут идти все эти проблемы. Это место я, конечно, состригаю до здоровой ткани. Мне нужен также ствол, чтобы был со здоровой тканью. Уже вижу, да, по самой орхидее, что она возрастная. Даже вот по этому стволу можно определить, что ей много лет. Вот чуть ли не лет, наверное, где-то 6. Она растет и живет. И дай бог, я доведу ее до ума. Все у нее будет хорошо. Ну, вот так смотрю, как будто бы все, что могла здесь плохое, я состригла. А состригла я, ребят, посмотрите, какую большую часть корневой системы. Конечно, орхидейка, живя и растя в объеме 2,5 литра, просто-напросто уже сил ей не хватало все это восстановить. Сейчас дам ей наименьший объем и буду знать, что она намного лучше там приспособится. Все корни плохие для новичков показывают, что они выглядят вот так. Они пустые. Нет, вот этот вот, он не пустой, кстати, корень, но видите, какой он есть. Если даже его надломить, внутри он не зеленый, а вот такого желтого цвета. Вообще он как будто задеревеневший. Сейчас место среза у ствола мы видим, что оно свежее. И обязательно необходимо его прикрывать. Это срезанная часть, то же самое, что у нас рана. И чтобы не проникли туда никакие болезнетворные бактерии, никакая бяка, я буду применять к орхидее фундазол. Вы можете прикрыть это место максимум
Буквально недавно мне моя подписчица написала о том, что фундазол крайне опасный, там и все на свете. Про него я, конечно, запишу видео, но уже чуть позже. Я, ребят, его использую и буду использовать, отказываться от него не собираюсь. Необходимо просто лишь соблюдать меры. То есть это перчатки, маска и очки. Но я использую маску и перчатки. Вот столько вот водички беру, мне необходимо его сделать кашицей. Даже слила и оставила совсем капулечку. Я, ребят, его не использую в литрах. Я его не использую в огромных объемах. 7 лет уже лечу орхидеи. И вреда моему здоровью никакого не приносит. Конечно, это личное мое дело. Опять же, у меня здесь на кисточке присутствует Максим. Это мое личное дело, конечно, мое здоровье. Но он, именно этот препарат, моему здоровью никак не навредил. Прикрываю это место. Почему я сейчас выбрала фундазол? Конечно, можно было бы использовать и Максим, но Максим, он намного дольше сохнет, а у меня сейчас время позднее, и мне нужно максимально быстро, чтобы все это подсохло, чтобы я орхидейку усадила и легла спать спокойно. Также вот есть корень отстриженный. Можно это место примакнуть перекисью водорода толченым углем, но обязательно все эти срезанные корешочки необходимо чем-то примакивать. Потому что это та же открытая рана, и чтобы ничего туда не проникло. Цветоносик срезанный был и высохший, но тем не менее какой-то гнилостный процесс он дал. И после работы, конечно, я фундазол запечатываю, убираю в пакет и ставлю подальше от того места, где находимся мы, где находятся мои дети и все, кто рядом со мной живущие. Если я откажусь от фундазола, то более сильного препарата взамен ему я на сегодняшний день не нашла. Также мне посоветовали другой препарат, но я почитала, и у него класс опасности. То же самое, второй. И с ним необходимо работать только когда орхидея находится на стадии вегетации, то есть роста. А фундазол можно использовать в любой период. Поэтому та рекомендация, которая была мне дана, она мне не подходит. И также, ребят, аккуратненько, вот даже не стараюсь заденуть этот корешочек, я вне камеры все вот эти чешуйки наросшие отсюда удаляю. Это я делаю обязательно. Не дай бог туда попадет вода при будущих каких-то поливах, и будет также плохой и гнилостный процесс. Все зачистила. И, конечно, сейчас мне нужно орхидеи, вот эти все места среза, а в основном именно на шее, хорошенько просушить. И вот думаю, да, у меня, если честно, нет такого горшка узкого и длинного. И как же мне ее опять посадить? Именно тогда, когда я усаживала ее в объем 2,5 литра, это был самый подходящий объем. Но вот как я не знаю. Если только мне при пересадке орхидеи пустить в рост не по длине, а по кругу, посмотрим. Сейчас время за полночь. И думала, что даже 30 минут дать фундазолу просохнуть, и уже переходить к пересадке нет. Торопиться сейчас ни в коем случае мне нельзя, потому что в тот грунт, который я хочу ее усадить, это ее родной грунт, он же у меня политый, он же у меня мокрый. И если я начну пересаживать в такой мокрый грунт, соответственно, вот эти места среза, они будут намыкать, и вне зависимости от того, что здесь фундазол, они будут портиться. Поэтому за ночь мне нужно просушить как место среза, так и грунт. А сейчас хочу вам показать наглядный пример того, какая корневая у нее стала и какой объем горшка. Вот, ребят, этот горшок, его крайне неудобно брать. Вот посмотрите. Это выглядит вот так. Если даже я сейчас орхидеечку, она мне по длине, горшок этот прям вообще подходит. И посмотрите, какой огромный объем. Вот даже если прислонить одну часть корневой спины, посмотрите. Здесь сколько сантиметров? 15, наверное. Это очень и очень большой. Поэтому ни в коем случае не старайтесь орхидеям дать такие огромные объемы. Иначе потом в будущем будут у вас проблемы. Ну что ж, оставляю ее на просушку. Прямо вот так ее могу здесь в ванной комнате оставить.
И уже утром, либо в обеденное время, я ее буду пересаживать. Все, ребята, орхидеечка у меня просохла. Прошло более чем 12 часов. Теперь уже, конечно, без опаски можно ее усаживать в грунт. Решила я усадить ее в так называемое кашпо. Это из-под дисков, такая дискетница. Она у меня, конечно, не совсем длинная, но постараюсь орхидею чуть пониже сюда усадить. И на дно в качестве воздушной прослойки я опять же укладывать буду кокосовое волокно. Никакого дренажа в обычную посадку я не делаю. Здесь, я так думаю, можно было бы обойтись просто чисто одним грунтом. Либо сделать ей вот такую вот воздушную перину. Орхидеи вообще прекрасно отзываются именно на кокосовое волокно, когда оно находится на дне. Воздух хорошо там циркулирует и не происходит заглохание. Но отверстия уже здесь сделаны. Грунт, конечно, у меня подсох, но не настолько, как хотелось бы. Ладно, чуть увлажненный, ничего уже страшного на данный момент для орхидеи не будет, потому что все места среза, они просохли. И вот видите, даже если просто вот так усадить, как орхидея на поверхности находится, ладно, я ее здесь постараюсь каким-то образом закрутить, завертеть, корни ей растопырить, и чтобы мне сделать пониже посадку. И вот такой вот объем наименьший этот горшочек, он соответствует объему где-то примерно 1,8. В самый раз, больше ей и не нужно. И вот так всяко-разно распрямляю. На дно не буду укладывать сейчас никакой орхиату, иначе все это уйдет опять, будет выше, сама орхидея будет находиться. А мне нужно ее посадить пониже. Корни я расставляю по бокам, чтобы орхидейку туда опустить уже вниз. Вот сейчас даже местами трогаю и слышу, что корешочки где-то и похрустывают. Ну ладно, поливать я ее не буду изначально, спустя даже 2 дня, потом полью. Саму орхиату я решила ее смиксовать. Сделать с крупной фракции 18-25 мм. Уложу ее на низ. И далее ее родную 12-18 мм. Крупная мне нужна на одно, опять же для того, чтобы чем она крупнее, тем лучше и больше становится воздушных карманов, этих воздушных прослоек. И тогда корневая начинает лучше дышать. Так, примерно где-то половины будет достаточно. И уже далее орхиаты ее родной. Все равно какая-никакая за 4 месяца микрофлора здесь образовалась. И сейчас она должна прижиться получше и побыстрее. Также хотела уложить вот этот мох, но, наверное, сверху я его все-таки прикрою, положу. Все, орхидеечка легла так, как мне нужно, ровненько и не так высоко от горшка самого. И мох я сверху буду укладывать для того, чтобы не так быстро воздух оттуда в дальнейшем испарялся. Заглохания здесь уже не будет, потому что это не закрытая система. И корневая она не должна гнить. Мох также, он у орхидеи свежий. Буквально недавно вместе с вами я тоже орхидеечки его укладывала в той посадке, в которой она изначально была. Так что и уложу его. Вот так, ребят, это будет выглядеть. Корневая система у меня находится на виду. Это обязательно должно быть, чтобы мы видели весь процесс. Вот, кстати, и активный корешочек находится здесь рядышком. Также видно, вот она крупная фракция орхиаты. И далее ее родная, чуть помельче. Как я буду осуществлять за ней уход далее? Полив у меня обязательно, прям обязательно будет именно с фунгицидами. Я могу взять, у меня есть в арсенале либо фитоловин, либо привикур. Для чего он мне сейчас нужен? Как мы видели ранее, корневая система, она все равно чуть-чуть нестабильная. Чтобы мне предотвратить уже до конца гнилостный процесс, именно в самой корневой системе буду постоянно добавлять в полив
ровно до тех пор, пока я не увижу, что орхидея здесь чувствует себя нормально, корни, они не гниют и не портятся, и начинается рост. Как только начинается рост, ну, какие-то новые корешочки пошли, только лишь тогда даю ей стимулирующие препараты. Это нужно делать обязательно, чтобы придать орхидейке сил. И вот так мох сверху он лежит. Стараюсь также улаживать его, чтобы не касался шеи и не провоцировал ее на гнилостные процессы. Поливать я орхидею буду только лишь методом пролива. Замачивать мне пока не стоит. Все равно взаимодействие с корневой системой было. И полив будет через 2 дня. Когда я сейчас орхидейку сюда укладывала, местами слышала, что корешочки подхрустывали, то есть надламывались. Значит, там сейчас образовалась открытая рана. И чтобы не спровоцировать из-за воды на гнилостный процесс, лучше всего будет орхидейку именно проливать. Проливаю я, в принципе, обильно. Я их всегда, вот именно если орхидея вот такая, с такой корневой системой, обильненько так проливаю, мох, все, вода стекает. Вижу, что корешочки зеленеют, сам грунт, он немного напитывается, этого достаточно. Далее, как я определяю полив? Также по грунту. Пусть даже это будет через 3-4 дня, через неделю. Вот прям не скажу, через какой промежуток это нужно делать. Ровно тогда, когда грунт будет сухой, не корни, не мох, а именно грунт, который находится внутри. Вся основная влага, она всегда задерживается либо в нижнем уровне, либо в середине. Верх он все время у нас остается сухим, потому что он очень быстро испаряется. И постоянно с фунгицидом, как я говорила, до нового роста корневой системы. Почему я именно решила подобрать для нее вот такую посадку, без каких-либо примесей, ну еще, скажем, мох туда вовнутрь не уложила, либо циафлору, там кокосовые чипсы, но что-то еще. Просто лишь-напросто решила предложить ей орхиату. Орхиата, кстати, в наличии есть. Это просто лишь-напросто универсальный грунт. И любые корешочки к нему максимально хорошо приспосабливаются. Пусть даже больные, пусть даже здоровые. Насколько мы знаем, мох, циафлора, кокосовые чипсы, они очень держат влагу. Изначально я вообще не знаю этиологию и как она выращивалась, в каком грунте она жила. Если бы это была моя орхидея, допустим, она изначально росла в мху, то я бы ей дала именно влагоемкий грунт. Если бы она ранее росла в коре, я бы ее тоже просто в кору усадила. Ну, либо там какие-то примеси сделала. А я не знаю, как она раньше росла. И за то время, пока она находилась у меня, и живя в закрытой системе, я поняла, что эта орхидея, она не любит большую влажность, потому что от закрытой системы у нее начали портиться корешочки. В принципе, компоновка там тоже была и состояла только лишь из одной орхиаты. Весь уголь древесный, он находился только лишь на нижнем уровне. Чтобы не спровоцировать повторный раз орхидею, а именно корневую систему на гниль, решила просто орхиату и больше ничего. Орхиата, она очень хорошо впитывает воду. В ней нет такого, что она либо ее не впитывает вовсе, либо впитывает как губка. Как я ранее сказала, это очень хороший именно универсальный грунт. Она влаги берет ровно столько, сколько необходимо орхидеям. И чтобы корни впитывали воду порционально. Она, если бы изначально орхиата была достаточно, ну либо даже, допустим, усаживаю ее в кокосовые чипсы. А кокосовые чипсы, они вот именно держат влагу как губка. И такого количества влаги корневой системе для орхидей она не нужна. Здесь нужно именно вот этот вот найти саму середину. И орхиата как раз является таким хорошим грунтом. Все, ребят, пожелайте орхидеечке скорейшего восстановления. Думаю, что в этот раз и в эту посадку я уже наконец-то с ней подружусь. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.